А вы когда-нибудь пробовали кофе с ароматом жвачки? Вот и я никогда не пробовала, я даже не слышала, что такое есть. И сегодня я буду делать распаковку и покажу вам то, что я сама лично никогда в жизни не видела, и уверена, что большинство из вас в жизни даже не слышали о таких вещах. Кто впервые на моем канале, меня зовут Наталья, я живу в Германии и рассказываю все о жизни в Германии. И сегодня я вам покажу подарок, который прислали мне мои зрители из Турции. И они прислали настолько необычные вещи, что мне пришлось даже инструкцию искать, что это, что с этим делать, потому что я никогда не слышала об этом. Самое интересное, конечно же, я оставлю на самый конец, поэтому досмотрите до конца. В конце я покажу вещи, которые действительно шокировали меня и были очень неожиданные. Вот. Ну, а начну я с самых простых вещей. И, конечно же, мне не хотелось бы быть скучной, но мне очень хочется поделиться с вами некоторыми данными, которые я узнала про вот эти подарки конкретно и вообще где они производятся. Ну, то есть это была новая информация. Я надеюсь, что вы увидите не только интересное в моем видео, но и узнаете кое-что, что расширит ваш кругозор. Как известно, в Германии мультикультурная страна. Здесь очень много людей из разных стран живет и приезжает много новых людей. Здесь есть разные магазины, включая турецкие, но я даже в турецких магазинах бывала, но такого я не видела. Конечно же, можно посмотреть, продаются ли подобные вещи в наших немецких магазинах Lidl, Aldi, Rewe или Rossmann или DM. И я посмотрю ради интереса. Если я увижу, я вам тоже расскажу. А сейчас начнем с самых простых вещей. Интересное, как я сказала, будет в конце. Я уже, конечно же, посмотрела, что здесь, потому что мне пришлось искать инструкцию. Это обычные магнитики. Магнитики, на которых нарисованы розы. И написано «Я люблю Испарту». Это город в Турции, откуда приехали все эти вещи ко мне. И розы. Почему розы? А потому что я узнала, что, оказывается, есть город, который производит больше 60% экспорта всемирного продукции из масла роза. Это город Испарта в Турции. Я не знала, честно не знала. Кто из вас знал об этом? Это магнитики вот такие на холодильник. Дальше я вам сейчас покажу крем. Крем из розы. Его мне подарили много. Я не знаю, насколько мне его хватит. Конечно же, я подарю маме. В общем, как я узнала, никогда не была в Турции, не знаю ни единого слова по-турецки. И гюль – это роза. Я даже турецкие сериалы не смотрела. Если вы смотрели турецкие сериалы, наверное, вы это знаете. Я не смотрела. Значит, Гюль Сарай. Это, я так поняла, что фирма так называется. Розы крем. Крем из розы с алоэ вера, витамином С для рук и для лица. Здесь вот все написано про этот крем. Вот так покажу. Весь дом у меня пахнет розой сейчас. Хотя я еще ничего не распечатывала, не открывала. В общем, этого крема у меня 5. 5 вот таких кремов. Очень красивая упаковка. Очень красиво оформлена. В общем, подарок. Я теперь буду пахнуть розой ближайшие лет 5. Кстати, аромат розы на Востоке вообще женщины использовали очень активно. Теперь моя очередь. И точно так же здесь вот 2 розовых масла. Я не знаю, сколько здесь миллилитров. 10, что ли. Я не знаю, честно, сколько здесь миллилитров. Но я нашла такую информацию, что цена розового масла в Испарте, то есть в городе, где оно производится, превышает 12 тысяч евро за литр. То есть это очень дорогой подарок. Я прекрасно это понимаю. Это натуральное масло розы. Ну, что я могу сказать? Это пахнет розой. Притом, это запах. Я узнала, я вот специально прочитала, и я узнала, что это один из самых дорогих ароматов эфирных масел в мире.
один из самых дорогих. Еще в этом городе тоже производится масло лаванды. То есть там очень много лаванды. И 90% лаванды, эфирных масел лаванды, производимых в Турции, производится именно в городе Эспарта. Вот. Я, наверное, думаю, что такое масло можно купить и у нас в Германии. Если вы знаете, то подскажите. Я думаю, что, наверное, в DM, возможно, есть такие масла. И еще вот масло орегано. Как я прочитала, его надо использовать, когда ты простудился. Здесь написано, что это 100% чистое масло. 100% чистое масло. Я понимаю, что это очень дорогой подарок. Очень. И я прочитала, что более 20 тысяч туристов приезжают в год. Приезжают именно, когда цветет лаванда, посетить Эспарту и увидеть это прекрасное зрелище. Почему-то я всегда была уверена, что лаванда выращивается во Франции, в Провансе. Оказывается, не только. Дальше. Это что-то необычное, то есть то, чего я никогда в жизни не видела. 4 упаковки смолы деревьев. Как я узнала, как мне объяснили, это, знаете, в детстве на вишневых деревьях мы ели вот эту смолу. Так вот эта вот смола из деревьев. Из каких деревьев, я не поняла. Кто, может, знает, кто, может, был в Турции, кто, может, знает что-то такое, объясните мне и расскажите. Мне сказали, что это для здоровья, для укрепления иммунитета. Жевать вот эту смолу как жвачку. Я никогда не была в Турции, я не знаю, что это. В детстве мы жевали смолу с деревьев просто потому что, не знаю, потому что были детьми, мы ели все. Вот так она выглядит. Вот такое написано здесь. И я не знаю, честно, я первый раз в жизни такое вижу. Если кто-то что-то знает про это, пожалуйста, расскажите мне, чтобы я правильно это использовала. Дальше мне прислали вот такую вот капсулу куркумы. Но куркуму я пью в виде золотого молока. Я вам уже рассказывала и показывала. Еще покажу, потому что много вопросов возникает, как приготовить золотое молоко и вообще зачем оно надо. Куркума очень полезна. И здесь вот 185 капсул с черным перцем, потому что, как известно, куркума не усваивается в организме без черного перца, без веществ, которые содержатся в черном перце. Вот эти капсулы, конечно, я буду пить с удовольствием. Вообще полезно для здоровья. Дальше. А дальше, вот еще такой магнитик, посмотрите, тоже с розой. Это, знаете, как открывать бутылки с лимонадом. Пиво я не пью, поэтому бутылки с лимонадом. Это такие вот магнитики. И везде роза. Конечно, символ Спарты, есть чем гордиться. Так, сейчас дальше показываю. Дальше. А дальше у нас духи. Это духи, написано Дэвид Уолкер, если я правильно произношу. Я не знаю, правильно ли я произношу. Это фирма, которая, как я поняла, они производят фейковые духи известных брендов. Мои любимые духи, я вам сейчас их покажу, кстати. Мои любимые духи, это вот My Way Intense от Giorgio Armani, они уже почти закончились, то есть практически нет. И от Versace это Bright Crystal, и он тоже практически закончился. Где-то я потеряла вот эту штучку. Тоже вот. Это мои любимые духи вообще. И вот мне прислали вот эти духи, я сразу поняла, что это My Way Fake. Вторые я так и не поняла, что это. Ну что я вам могу сказать? Вот я уже брызнула, когда распаковывала. Вы знаете, вот я бы не отличила их от оригинала. Вот я бы действительно не отличила. То есть это мои любимые духи, я их хорошо знаю, и они действительно очень соответствуют оригиналу. Здесь 50 мл. Вторые духи я не опознаны мной, но они тоже очень имеют хороший аромат.
но они мной не опознаны. А это один в один My Way, и они довольно стойкие, потому что когда я распаковала посылку, естественно, я сразу брызнула, чтобы понять, и я их сразу узнала. Это My Way. Это неопознанные мной духи, но они тоже очень имеют хороший аромат. Вот. Вот так выглядят. Я тоже не слышала такую фирму, как Дэвид Уолкер. Кто слышал, кто знает, расскажите мне. Так, я теперь благоухаю не только розами, лавандой, а и духами. Вы знаете, я сейчас тоже покажу такую специю. Она была вот так упакована. Это сумак. Я использую иногда в моих рецептах. Это сумак, но я здесь покупала в турецком магазине его. Он более сухой. А это такой какой-то, смотрю, более маслянистый. Когда я буду готовить, я вам буду показывать, куда я его добавляю. И, конечно же, я не видела здесь аналогов. Кто знает, можно ли купить здесь что-то такое аналогичное в наших немецких магазинах, возможно, в Kaufland или где-то. Я не знаю, честно, ни разу не видела. В турецком магазине я купила сухой порошок, но он совершенно не такой, как этот. А еще посмотрите, что это. Это четки. И вы не поверите, они пропитаны маслом розы. Они имеют неимоверный аромат масла розы. Это четки для молитвы. На 100 камушков. Они из дерева. Они поделены вот так вот по 33. По 33 камушка. Вот так называется камушек, но это из дерева. Всего их 100. И они пропитаны ароматом розы. Это вообще неимоверно. Я никогда такого не видела. Они вот в такой красивой коробочке. Вот такой. У меня есть теперь четки из розы. Это неимоверно. Вы даже не представляете, как они пахнут. Дальше. Это футболка. Футболка с надписью. Сейчас я уберу, потому что некрасиво. Так, футболка, где написано Истамбул. Вот. Истамбул. Микрофон закрыла, пардон. Микрофон закрыла. В общем, Истамбул, Босфор. На ощупь такая приятная. Вот. И здесь написано де-факто оригинал Slim Fit. Вот такая футболка. Приятная на ощупь ткань. Теперь у меня есть свой Стамбул. Стамбул приехал ко мне домой. Дальше. А теперь самое необычное. То, чего я никогда не видела. И я уверена, что многие из вас не видели. Хотя, конечно, есть те, кто видел. Есть те люди, которые посмотрели мир, везде побывали, все попробовали. И мне было бы интересно тоже, чтобы вы рассказали, посоветовали, что можно привезти из Турции в Германию, что можно заказать, что можно купить, возможно, онлайн, где купить. Это чай. Я не знаю, я никогда не видела такого чая. Вот так это выглядит. Здесь, наверное, штук 20 или 25 в одной упаковке. И вот так в индивидуальной упаковке это выглядит кубик чая. Я так понимаю, что это из розы. А это я не знаю из чего. Пахнет чем-то знакомым. Когда я пойму, я вам, наверное, напишу, чем это пахнет. Или будем заваривать, будем пробовать. Я даже не пойму, из чего этот чай. И я не знаю, как его заваривать. Этот кубик на одну чашку идет, на один стакан. Или это идет на заварник. Кто знает, пожалуйста, напишите мне, потому что я даже не пойму, как его заваривать. К этому чаю нет никаких надписей, никаких инструкций. В общем, я буду узнавать, как его заваривать. Если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста, как приготовить этот чай.
И, конечно же, долгими осенними, зимними вечерами мы будем с вами пить этот чай, записывать уютные видео и разговаривать и тестировать все. Мы будем дегустировать экзотику. В моем доме появилась экзотика. В моем немецком доме турецкая экзотика. Дальше, друзья мои, к этому чаю, самое интересное я все равно оставила на конец видео. А сейчас к этому чаю, та-дам, я не знаю, что это. Прочитать я не могу. Очки сняла. Так, это написано, я не могу прочитать на турецком, извините, пожалуйста, Гюлькбаба, я не знаю, что это. Это что-то, наверное, лукум. Вот написано лукум лари. Какие здесь ингредиенты, я тоже потом буду читать, когда мы будем с вами это тестировать. Сейчас я это открывать не буду. Мы будем, конечно же, дегустировать чай, дегустировать его со сладостями, но не сегодня. Это будет в следующих видео. Из чего это сделано, потом тоже будем разбираться. Там есть белые и розовые, такие как мармеладки, конфетки. Что это? Я уверена, что это из роз, потому что, раз это из Спарты, соответственно, это из роз. И вот такой рахат лукум. Конечно, рахат лукум я слышала, видела, но не пробовала никогда. Здесь написано рахат лукум мини, и он как бы микс из разных маленьких кусочков разноцветных, наверное, в сахарной пудре. Будем пробовать рахат лукум. Друзья мои, а теперь то, что вообще меня шокировало, то, что я никогда не знала. Вы когда-нибудь пробовали кофе со вкусом жвачки? Или кофе со вкусом розы, или кофе со вкусом лаванды? Я нет. Никогда не видела, не слышала и не знала, что такое есть. Та-дам! Кофе со вкусом жвачки, кофе со вкусом лаванды или с ароматом, не знаю, как правильно сказать, и кофе с ароматом розы. Но если честно, пахнет кофе. Я не знаю. Это обязательно будем пробовать, дегустировать. Пожалуйста, голосуйте в комментариях, что будем открывать первым, что будем пробовать первым вместе со сладостями, что будем пробовать чай из неизвестных кубиков с невероятным пряным ароматом, или кофе, и какой кофе. В общем, друзья мои, я жду ваших советов, как лучше это пить, как заваривать. У меня, кстати, есть турецкая кофеварка. В общем, есть в чем варить. Теперь есть что варить. Друзья мои, вот, я вам показала, что мне подарили. Я вам показала, что мне прислали. Я очень благодарна за этот подарок. Огромное-огромное спасибо. Это очень мило, это очень приятно. И я понимаю, что это все очень дорого. Кто знает вообще, кто был в Турции, кто знаком с такими вещами, я впервые увидела Турцию и увидела ее здесь, в Германии, в моем доме. И я благодарна вам всем, кто досмотрел до конца, кто поставил лайк, кто подписался. У меня на канале все о моей жизни в Германии, и даже вот Турция теперь у меня на канале. Всем добро пожаловать на мой канал. Берегите себя, своих близких. Пока-пока.